какое давление производит на основании цилиндрическая мраморная колонна высотой 5 метров. Итак, нам известно о том, что колонна имеет высоту ровно 5 метров и материал мрамор. Никакое давление. Представим себе эту колонну, ее высота, она имеет какую-то площадь. Основание вверху она одинаковая, площадь S. Так, давление, которое будет создавать эта колонна, естественно, на вот это основание, будет не что иное, как F, сила которой является весом этой колонны, делить на площадь основания. F это будет что? Вес колонны. F равно M колонны умножить на G. Как можно посчитать, поскольку мы знаем, что это мрамор, масса колонны будет равна чему равна масса? Это будет объем колонны умножить на плотность, на ρ. В данном случае ρ мрамора равна 2700 кг на метр кубический. А объем, что собой представляет объем? Объем это не что иное, как площадь умножить на высоту. Вот это будет этот объем. Теперь можно записать, что масса самой колонны будет равна чему? Вместо массы пишем объем умножить на плотность. А объем это что? Это площадь основания на высоту умножить на плотность, на ρ мрамора. Вот будет у нас масса самой колонны. Умножить на G. Ну, теперь можно подставить сюда значение давления. Масса. Вверху пишем. Вместо F пишем M умножить на G. M у нас есть. S на H. На ρ мрамор и на G. И делить на что? На площадь основания. Как видно, здесь прекрасно сократилась площадь основания. И мы получаем такое значение. H умножить на ρ мрамора и умножить на G. А теперь давайте будем подставлять сюда. Что мы получим? P равно H. Это у нас 5 метров. Ρ мрамора что собой представляет? 2700 килограмм на метр кубический. И умножить на G. G в данном случае берем 9,8. G равно 9,8 метра за секунду в квадрате. Пишем сюда 9,8 метра за секунду в квадрате. И теперь внимательно посмотрим на все эти данные. Мы можем вот этот метр и этот куб сократить. Здесь можем m во второй степени, а эту массу совсем убрать. Переписываем. Это все получаем 5. Сокращаем здесь на 2700 килограмм. Тут мы убрали куб. У нас останется метр квадратный, потому что мы вот это сократили. И умножить на 9,8 метр на секунду в квадрате. Ну а теперь килограмм на метр на секунду в квадрате, это у нас ньютон. Получается вот это значение, деленное на метр квадрат. Получаем значение ньютон делить на метр квадрат, если перемножаем все эти данные. Будет равно 5 на 2700 умножить на 9,8 ньютон на метр квадрат. Это не что иное, как Паскаль. Получаем такое значение 132 300 ньютон на метр квадрат. Или это же самое значение получается 1 Паскаль, 1 ньютон на метр квадратный. Можем записать, что это равно 132 300 Паскалей. И давление будет равно 132 300 Паскалей или 132,3 килопаскалей. Так, давление равно 132,3 килопаскаль. Используя основную формулу F деленное на S, где F является весом самой колонны, S у нас прекрасно сократилась, и мы получили стандартное значение, как обычно пишут ρ же H. Плотность колонны брали из табличного справочника. Он может, в зависимости от сорта мрамора, она может быть разная, колебаться в каких-то значениях. Получили вот такое значение.